времени суток, друзья мои! Сегодня у нас будет вторая лекция из блока по общей психологии, введение в психологию, под названием «Эмпирические характеристики психики категории психического». Ну что, если вы еще не подписались на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новой лекции. Итак, начнем. Цель данной лекции – сформировать у обучающегося знания по критериям психики, по явлению психики в эволюции, а также умение анализировать роль психики в адаптации живого и его эволюции, овладеть методами анализа способностей образов. Мы рассмотрим такие вопросы, как критерии психики, типы критериев, критерии Леонтьева, необходимость появления психики в эволюции, задачи поведения, сложно решаемые без психики, адаптационная и эволюционная роль психики, стадии и уровни развития психики и поведения животных, а также структура психики человека. Первое. Критерии психики, типы критериев. Психика – это форма активного отображения субъектом объективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых существ с внешним миром и осуществляющая в их поведении регулятивную функцию. Классификация психических явлений обладает потенциалом для четкого определения различных психических структур с пониманием их критериев. Психология еще не имеет четких критериев для многих психическое образование, а иногда даже доказательств того, что за этим психологическим понятием стоит некая психическая реальность. Многие из наших понятий, такие как личность, воля, потребность и мотивы, были введены как теоретические конструкты, призванные объяснять какие-то поведенческие или субъективные реальности. Среди таких понятий и основные понятия психологии, понятие психика. Мы до сих пор не имеем критериев, по которым можно было бы определить наличие или отсутствие психики у конкретного живого существа. Можно выделить три типа критериев психики: мировоззренческие, субъективные и объективные. Мировоззренческие критерии основаны на убеждении в достоверности защищаемых утверждений, и поэтому по отношению к ним не может быть применена процедура проверки истинности критерия. В соответствии с определением наличие психики объявляются у какой-то категории объектов. А это значит, что у объектов других категорий психики не может быть по определению. Было предложено 4 таких критерия: панпсихизм, биопсихизм, нейропсихизм и антропопсихизм. Сторонники панпсихизма признают всеобщую одухотворенность материи, утверждая тем самым, что психика – это общее свойство всех материальных тел. Вторая крайняя позиция – это антропопсихизм, при которой наличие психики признается только у человека. Две промежуточные позиции, биопсихизм и нейропсихизм, связаны с утверждениями, что психика есть у всех живых существ, биопсихизм, или что психика есть только у тех животных, которые обладают нервной системой, нейропсихизм. Сторонники каждой позиции не утруждают себя поиском доказательств своей правоты, поскольку критерии вводятся как аксиомы, то есть как достоверные допущения, не нуждающиеся в проверке своей истинности. Второй и самый достоверный тип критериев – это субъективный критерий, основанный на самоотчете живого существа. Если вы спросите человека о его психике, взрослый, обладающий сознанием и самосознанием, поняв вопрос вопрошающего, несомненно подтвердит его присутствие у себя. Проблема этого критерия заключается в том, что неясно, как задать этот вопрос животным и как понять их ответ.
Также неясно, как задать этот вопрос ребенку, который не владеет языком, и взрослому, который не знает их языка вопроса. Поэтому тот критерий с его неоспоримым достоинством не может быть научным критерием, подходящим для различных ситуаций. Объективные критерии можно разделить на два типа – функциональные и морфологические, анатомические. К первому типу относят способность живого существа к движениям. Критики этого предложения справедливо указали на то, что движение широко распространено в живом мире, в том числе среди простейших одноклеточных и даже отдельных клеток живого организма. В ответ на критику появилось предложение считать критерием психики не всякое движение, а только ответное, в частности, оборонительное. Но и это уточнение не спасает положение, поскольку мы наблюдаем такие оборонительные реакции и в растительном мире. И тогда либо надо признавать наличие психики у растений, либо менять критерий. Второй тип более достоверен, поскольку здесь, как и при мировоззренческом критерии нейропсихизма, выбирается нервная система. Наличие психики связывается с наличием нервной системы. Нервная ткань возникает не ради психики, а как проводник сигнала от первичного следа взаимодействия к органу ответной реакции организма. Затем нервная ткань становится средством нейрофизиологической регуляции ответных реакций живого существа. Критерии Леонтьева. Главное в предлагаемом Леонтьевым решении заключается в том, чтобы найти в жизни живых существ явление, выполняющее основную функцию психики. Ориентировку в поле действия Леонтьев предлагает раздражимость к абиотическим факторам, реально выполняющую простейшую ориентировку в среде. Считать чувствительностью, то есть первичной формой психики. Ученые не связывают критерии психики, чувствительность, с наличием субъективного переживания, а только с появлением возможности ориентироваться в среде, которую можно установить объективно, анализируя поведение живого существа. Предложенный критерий имеет три уязвимых утверждения. Во-первых, раздражимость к абиотическим факторам, как и сигнальное биологическое отражение, лишь сообщает живому существу факт наличия в среде значимого объекта, жертва или враг. Но мало что может сказать о месте этого объекта в поле поведения. Во-вторых, этот критерий учитывает только значимые для живого существа объекты, то есть имеющие для него биологический смысл жертвы или врага, но оставляет вне раздражимости предметы-ориентиры и фоновые объекты. В-третьих, ориентировка живого существа может быть врожденной и осуществляться рефлекторным способом, который не предполагает обязательного наличия психического отражения. Главное достоинство этого критерия в том, что он учитывает реальность жизни живого существа. Критерий хотя и не полон, но верен в своей части. Необходимость появления психики в эволюции. Вопрос становится об эволюционной необходимости психики, а ответ дается о биологической роли психики. При этом совершенно забываются известные всеми факты, что растения, грибы, деревья, бактерии, вирусы и другие организмы приспособлены к земной жизни не хуже, а может даже лучше, чем существа, обладающие психикой. Понятно, что психика должна помогать в выживании, но простого указания на это мало. Множество живых существ, не имея психики, успешно существуют на Земле миллионы лет. Ответ может быть найден только на пути анализа жизни живых существ и их эволюции. В истории живых существ
можно выделить условно 3 способа приспособления, на что обращали Северцов и Гальперин. Первый способ адаптации – это морфологический, анатомический. Способ приспособления к более или менее постоянным условиям жизни. Низкая или высокая температура среды, избыток или недостаток влаги и прочее. Это, например, может быть толстый слой подкожного жира или густая шерсть, препятствующий потере тепла, наличие участков тела с обильным кровоснабжением для отводов излишков тепла, наличие колючек для защиты от хищников и другое. Второй способ приспособления включается при резких изменениях условий жизни. Физиологическая регуляция жизненных процессов, направленная на минимизацию вредных влияний среды. Так, при резком похолодании сужаются кровеносные сосуды конечностей и выступающих частей тела, чтобы сохранить потери тепла. При повышении температуры тела, наоборот, кровеносные сосуды расширяются, чтобы отвести излишки тепла. Третий способ адаптации включается тогда, когда первые 2 способа не справляются с создавшейся ситуацией. Таким способом является поведение живых существ. Не изменять себя, свое состояние, а изменять условия своего пребывания в среде. Если организм начинает испытывать недостаток кислорода, то дыхание учащается и становится более глубоким. Но если организм находится в ограниченном замкнутом пространстве, то частота дыхания перестает справляться с недостатком кислорода. Необходимо либо разрушить изоляцию места пребывания, либо покинуть это место. Мы можем сказать это другими словами. Поведение как способ приспособления возникает тогда, когда удовлетворение основных жизненных задач невозможно осуществить без поведения. Задачи поведения сложно решаемые без психики. Первой из них является задача определения биологической зависимости объектов окружающей среды, биологического смысла. Мы видели, что непредметные раздражители могут соответствовать определенным выходам рецепторов организма и вызывать нужную ответную реакцию. Целостный объект, предмет с множеством свойств, не может играть такого выхода и анатомически вызывать нужный ответ. Питание дискретной пищей, живые организмы, их трупы, твердые выделения, имеет несколько особенностей, создающих трудности для поведения. Первый. Между организмом и объектом не бывает постоянного прямого контакта. Второй. Объект не может быть поглощен организмом без его собственной направленной активности. Третье. Свойство объекта быть пищей скрыто за множеством внешних качеств. Цвет, размер, форма, запах, вкус и прочее. Четвертое. Объекты меняются по ряду качеств во времени и часто меняют свое положение в пространстве, в том числе уходят от преследования. Из этого следует, что записать в гены организма биологическое значение, смысл объекта, нельзя. Вторая не менее важная задача психики – находить в короткий срок адекватный способ поведения в сложившихся условиях. Многие виды живых существ имеют генетически определенное поведение в повторяющихся условиях. Но очень часто живые существа находятся в таких условиях, когда определенные или обнаруженные в прошлом поведения не приводят к успеху. Здесь субъект должен найти свое решение поведенческой проблемы. Третья задача поведения – плохо решаемая без участия психической рефлексии. Это выявление значения объектов как ориентиров. Каждый объект является либо носителем биологического значения, либо руководством к поиску нужного объекта или направления движения, либо вспомогательным средством поведения, либо фоном для поведения.
Действующему живому существу мало знать о наличии в поле действия нужного объекта. Мало знать способ поведения. Ему надо уметь достичь цели в данной конкретной ситуации. Адаптационная и эволюционная роль психики. Основываясь на работах Северцева, Леонтьева и Гальперина, можно сказать, что необходимость удержания психики в эволюции заключается в обеспечении ориентировки поведения и его регуляции в условиях быстро и нерегулярно меняющейся предметно оформленной среды. Под ориентировкой понимается явление живым существом биологического смысла объектов и их значений как ориентиров. Регуляция или управление поведением предполагают способность субъекта к поиску адекватного способа поведения и управления им при его осуществлении. Биологическая роль психики заключается в том, что поведение и психическая регуляция жизни живого существа позволяют повысить скорость адаптации и расширить ареал обитания. Это достигается тем, что наличие поведения позволяет не менять себя под среду, а просто изменить свое положение в среде. Мы видим в эволюции стремление к разнообразию видов и снижению плодовитости видов в связи с усложнением строения отдельных особей вида. И если при высокой плодовитости особей гибель отдельной особи как бы планировалась и не представляла опасности для вида, то при малой плодовитости ценность отдельной особи резко повышается, и нужны новые способы ее адаптации. Переход к поведению и есть такой способ. Еще одним достоинством психики стала возможность сохранять через память прижизненный опыт особи и помогать живому существу быстрее адаптироваться к новым условиям жизни, а также передавать свой опыт потомству не через генотип, а через обучение поведению. Но появление в эволюции психики в связи с обслуживанием поведения сказалось и на самой эволюции. Психика могла появляться случайно, но удержалась она в живом мире не случайно и стала не просто средством регуляции поведения живых существ, а фактором отбора в эволюции. Если наличие стало тормозом развития морфологических способов адаптации и требовало развития адекватных уровней психики исполнительных органов, отбор новых видов пошел по факту больших возможностей психической регуляции поведения. Развитие психики позволяет не только гибко изменять свое поведение с учетом изменений среды, но и перейти от приспособительного адаптивного поведения к созидательной деятельности, создавая необходимые условия существования. Тем самым это развитие позволяет остановить морфологическую эволюцию вида, обладающего высоким уровнем психики. Это и произошло с человеком, сумевшим наладить производство условий своей жизни. Но эта относительная независимость человека от природных условий породила такие представления для всего живого на Земле, отхода производства, что речь уже идет об исчезновении не только многих видов живых существ, но и самого человека. Психика из служанки поведения превратилась в хозяина жизни на Земле. Психика удерживается и развивается в эволюции для обслуживания поведения живых существ, обеспечения ориентировки поведения в предметной среде и поиска адекватных способов ответного поведения. Развитие психики обеспечивает переход от приспособительного поведения к творческой деятельности человека. Биологическая роль психики заключается в обеспечении адаптации к окружающей среде путем изменения поведения, которое достигается путем установления биологического значения и значения объектов в качестве ориентиров
и создания новых форм поведения. Психика также позволяет дополнить генетический опыт формированием жизненного опыта индивидуума и сообщества живых существ. Ее эволюционная роль появляется в направлении отбора новых видов живых существ с более развитой психикой, дающей возможность в конечном счете остановки эволюции вида вследствие перехода к новому способу выживания, производству необходимых условий жизни. Критерии наличия психики у живых существ должны включать в себя показатели решения всех трех задач в поведении. Определение биологического смысла объекта, выяснение значений объектов как ориентиров, умение находить нужный способ поведения и регулировать поведение на основе психического отражения. Стадии и уровни развития психики и поведения животных. Стадия элементарной сенсорной психики. Стадия перцептивной психики. Стадия интеллекта. Стадия элементарной сенсорной психики. Критерием появления зачатков психики у живых организмов является наличие чувствительности, способности реагировать на биологически нейтральные воздействия среды, звук, запах, которые являются сигналами для жизненно важных раздражителей, пища, опасность. Благодаря их объективно устойчивой связи появляется рефлекс. Рефлекс – это ответ организма на раздражение, производимый при посредстве нервной системы. Стадия рецептивной психики. Инстинкты. Сложные аспекты поведения, направленные на удовлетворение биологических потребностей и основанные на безусловных рефлексах. Симонов предполагает оригинальную классификацию инстинктов. Витальные. Пищевой, питьевой, регуляции сна, оборонительный. Ролевые. Половой, родительский, территориальный. Саморазвитие. Поисково-исследовательское поведение. Подражательные. Имитационные, лежат в основе передачи опыта. Стадия интеллекта. Интеллектуальное поведение животных характеризуется способностью решать двухфазовые задачи, способностью использовать предметы как орудие труда, способность обходить препятствия, способность к инсайту, внезапному озарению. Сравнение психики животных и человека. Мы начинаем сравнивать человека и животных. Говорим о животных как о предмете экспериментального исследования. Животное, о котором идет речь, находится в контакте с человеком. Его среда обитания изменилась. Животные, которые живут в городе, должны были измениться. Кроме того, многие эксперименты проводятся на особях, которых нет в природе. Лабораторная крыса, она отсутствует в природе. Говоря об интересных открытиях на животных, следует рассмотреть пару животных и человека. Вы можете обучить обезьяну речи, язык глухонемых, но использовать ее она будет только в контакте с человеком. В этом вопросе мы обращаемся к области сравнительной психологии, где что-то нужно брать за образец. Например, в сравнении себя с животным образцом является сам человек. В сравнении европейца и туземца образец европеец. И возникает европоцентризм. Например, неопытный взрослый смотрит на ребенка, берет себе образец и говорит, что ребенок хуже и менее развит. Однако, некоторые люди пытаются доказать, что ребенок и животное не хуже, а качественно другой субъект. Структура психики человека. Психические процессы, функции, направленность. Познавательные. Ощущение, восприятие, память, воображение, внимание как направленность психики, мышление и речь как высшие психические функции. Эмоциональные, эмоции и чувства. Волевые, воля и ее качество. Психические состояния.
тревожность, агрессия, фрустрация, подавление, эйфория и так далее. Психические образования. Знания. Отражение человеком объективной деятельности в форме фактов, понятий, представлений. Умения. Готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта. Навыки. Компоненты практической деятельности, проявляющиеся в автоматизированном выполнении необходимых действий, доведенных до совершенства путем многократного упражнения. Психические свойства. Направленность. Психическое свойство, в котором выражаются потребности, мотивы, мировоззрение, установки и цели ее жизни и деятельности. Темперамент. Психическое свойство личности, определяющее динамику психической деятельности человека, которая одинаково проявляется в разнообразной деятельности, независимо от ее содержания, целей, мотивов и остается почти неизменным в процессе жизни. Характер. Психическое свойство личности, определяющее совокупность устойчивых индивидуальных свойств человека, складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении, обуславливающие типичные для него способы поведения. Способности. Определяются как индивидуально-психологические особенности человека, которые выражают его готовность к овладению определенными видами деятельности и к их успешному осуществлению. Ну что ж, друзья, данная лекция подошла к концу. Если вам понравилось, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую лекцию. Всего вам хорошего!